Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. У нас собрались вопросы по поводу чесночных стрелок. Вопрос первый. Что делаю со стрелками чесночными? Только на семена. У меня 3 новых сорта, которые считаю перспективными. Это Зора, вот мы возле Зора стоим. Мюнхгаузен чуть-чуть слабее. И есть дальше там Любаша. Причем Любаша, которую я сама уже собирала семена, и Любаша однозубки. Это у нас, да, это на зубки мои семена и те, что я покупала. Пока что лучший вид у тех однозубок, которые я собственно собирала, покупала. Очень дорогой чеснок. Давайте отвечу теперь на стрелочки. Что значит стрелки? Вот они мне помогают размножить. Я их не перерабатываю. Раньше мы их заливали уксусом. Сейчас очень важно сохранить семена и собрать семена, потому что очень дорогущие семена. Поэтому что я делаю? Во-первых, ответила на вопрос, что я эти стрелки сейчас не перерабатываю на пищу. Я их собираю на семена. Выбираю, конечно, самые лучшие. Вот этот, который уже пробился, этот уже на семена не пойдет. Ну, можно где-то что-то на кухне использовать, добавив, измельчив в зажарку и сделав ароматную приправу. Итак, у нас есть стрелка. Смотрите, очень важно правильно обрезать ее. Я ее готовлю на семена. Кстати, буду семена в весах. Следите за нашими выпусками. В весах очень хорошо семена срезать, и очень хорошее качество семян будет. Итак, смотрите, что у нас тут находится. А у нас тут дальше листочки. Моя ошибка была. Кстати, у вас тоже может быть, это те, кто начинает. Я ее срезала вот здесь. Думаю, побольше срежу, для того, чтобы больше было для семян. Вот здесь срезала. А нужно срезать, вот смотрите. Когда вы срезаете, идут дожди, осадки, туманы. И я срежу этот чеснок, просто мы будем есть его. Смотрите, если мы срезаем вот так, то получается, что и сюда, можно вот так даже, получается, сюда падают капельки, влага, осадки, и начинает загнивать чеснок. Когда же я срежу, смотрите, вот срезать нужно вот чуть-чуть выше этого листика, ну, сантиметр, полтора. Здесь ранка засыхает, она засохнет. Сегодня знак льва. Можно, казалось бы, срезать, но я не использую, потому что семена получаются не очень качественные. Мне нужно уже проверено для чеснока знак весы. И здесь ранка засыхает, и получается, сюда даже дождь падает, никаких страшных проблем нет. А если бы было вот так, то, естественно, сюда бы попадала и загнивала. У меня стрелка загнивала, и получалось, что и сам чеснок гнил. Вот это очень важное правило. Теперь, что я делаю дальше? Вот срезаю вот эти стрелочки. Сейчас вот через пару дней будет супер. Немного я потеряю на чесноке. Я его выращиваю для себя. И поэтому не страшно, где-то меньше грамм, где-то больше. Вот эти все чесночины, вот эти вот стрелочки я собираю по сортам и, естественно, буду высаживать в землю. У меня есть видео, но я буду показывать, как я это буду делать. Для чего? Для того, чтобы получить вот эти семена. Маленькие-маленькие воздушные такие семена. А сейчас посмотрите чуть-чуть дальше. Вот. Смотрите, что у нас получается. Вот это семена были собраны в прошлом году. И вот эти семена я посеяла. И здесь уже у меня осенью будет однозубка. Однозубка, которая... Попробую выдернуть. Не получается. Вот. Ну, я когда уже буду копать, я вам покажу. Вот видите, это однозубка, с которой я уже буду получать хорошие семена на посадку. Это уже будет лук. То есть чеснок, луковицы хорошие. Мы будем выкапывать и покажем, что получается. Вот они были посажены в прошлом году. И получается, что вот эти дорогостоящие сорта с помощью стрелок я смогу себе создать базу чесночную. Для того, чтобы вот этот чеснок, этим чесноком озимым обеспечить себя и всю семью качественным чесноком, хорошим чесноком на зиму и до нового урожая. Вот такая важная тема. Я ответила на вопросы, что я делаю с чесночными стрелками. Вот они у нас. А я их собираю на семена.
Я их обрезаю правильно и обрезаю строго по календарю для того, чтобы получить качественные семена. Если же вы решили на заготовку отправить чесночные стрелки, обрезайте сейчас и точно так же обрезайте, потому что вот сегодня во льве это можно делать, заготовки очень хорошо делать. Но дальше уже в деве пропускаем эти дни, потому что будет невкусно и цвет будет не очень хороший. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Болик подготовили ответы на ваши вопросы по поводу чесночных стрелок озимого чеснока. Мы прощаемся с вами до следующего видео. Всего самого доброго. До новых встреч!